Тема сегодняшней лекции — кватернионные уравнения электромагнитного поля. В ней мы рассмотрим универсальное кватернионное или сидионное уравнение для электромагнитного поля и более подробно посмотрим, как с ним можно будет работать. План лекции состоит из следующих пунктов. Сначала мы напишем кватернионное волновое уравнение для электромагнитного поля и выведем из него волновые уравнения для потенциалов и напряженности поля. Затем из него мы выведем систему уравнений Максвелла. И, наконец, в конце обсудим проблемы скалярного поля и калибровки Лоренца. Итак, сидионное волновое уравнение. В прошлой лекции мы с вами написали сидионное универсальное волновое уравнение для полей с массой кванты неравной нулю. Если в этом уравнении положить массу кванты равной нулю и выбрать волновую функцию в виде электрического и скалярного и векторного потенциалов, а источник в виде объемной плотности электрического заряда и объемной плотности электрического тока, то мы получим универсальное волновое уравнение для электромагнитного поля, записанное вот здесь внизу. Оно написано на тех же принципах. Поскольку скалярный потенциал является в релятивистской физике временной компонентой четырех вектора, то при нем стоит базисный элемент ЕТ. Векторный потенциал является пространственной компонентой четырех векторов, при нем стоит базисный элемент ЕР. Аналогично в источнике. Объемная плотность электрического заряда является временной компонентой четырех вектора, а плотность тока является пространственной компонентой четырех векторов. Вот поэтому это уравнение выглядит следующим образом. Первое, что мы можем сделать с этим уравнением, это следующее. Давайте мы перемножим вот эти два оператора, которые я буду в дальнейшем называть оператор пространственно-временного градиента, между собой. И полученное уравнение, в полученном уравнении разделим пространственные и временные компоненты. Тогда мы получим систему из двух уравнений волновых. Первое уравнение для скалярного потенциала, второе уравнение для векторного потенциала. Эти уравнения очень хорошо известны в электродинамике. С другой стороны, мы можем поступить по-другому. Если мы оператором пространственно-временного градиента в этом уравнении сначала подействуем на сидион потенциалов, то мы получим следующее. Вот здесь записано, значит, действие оператора на потенциал. Мы получим следующее выражение. Если мы введем определение напряженности полей скалярного поля, как dφ по dt плюс дивергенция, а также электрического поля и магнитного поля, тогда вот это выражение, оно переписывается следующим образом. Результат действия этого оператора равняется сумме напряженностей электромагнитного поля с определенными коэффициентами. Если мы теперь это выражение поставим в исходное уравнение вот сюда, то мы получим наше универсальное волновое уравнение в другой форме. Вот здесь оно записано. Если мы на это уравнение, на левую часть и на правую подействуем оператором пространственно-временного градиента, а потом разделим пространственно-временные скалярные и векторные части, то мы получим следующие волновые уравнения. Волновое уравнение для электрического поля, для напряженности электрического поля, волновое уравнение для напряженности магнитного поля, а также волновое уравнение для напряженности скалярного поля. Первые два уравнения хорошо известны в электродинамике, а вот третье уравнение, оно неизвестно. Мы пока его пометим звездочкой и в дальнейшем обсудим отдельно. В электродинамике на потенциалы накладываются различные калибровочные условия. Важнейшим калибровочным условием является так называемая калибровка Лоренца, которая была введена Людвигом Лоренцем. Наше определение скалярного поля выглядит следующим образом. Калибровка Лоренца утверждает, что производная dφ по dt плюс дивергенция А равняется нулю. Следовательно, в этом случае наша напряженность скалярного поля будет равна нулю. Тогда в калибровке Лоренца наше универсальное уравнение будет переписано следующим образом. Без напряженности скалярного поля. Вот дальше мы с ним и поработаем. Если мы в этом уравнении подействуем в левой части оператором пространственно-временного градиента на сидион напряженности электрического и магнитного полей, тогда мы получим следующее выражение в левой части.
Здесь оно расписано уже в терминах скалярного и векторного произведения. А исходное уравнение было написано в терминах клиффордовского произведения векторов. Теперь мы можем приравнять правую и левую часть. Смотрите, вот это временной скаляр, он равен временному скаляру в правой части. Мы получаем первое уравнение. Пространственный вектор левой части равен пространственному вектору правой части. Получаем второе уравнение. Пространственный скаляр в левой части не имеет партнера в правой части, поэтому он равен нулю. Аналогично, временной вектор в левой части тоже равен нулю. В итоге мы получаем систему уравнений, которая хорошо известна и носит название система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. Вот ничего подобного на основании алгебры, векторной алгебры с уравнениями проводить нельзя. Вот из исходного уравнения для потенциалов универсального волнового получили, во-первых, волновые уравнения для потенциалов. Потом мы получили волновые уравнения для напряженности электрического и магнитного полей. И также мы из этого же уравнения получили систему уравнений Максвелла. То есть ничего подобного с помощью векторной алгебры мы бы проделать не смогли. Теперь калибровка Лоренца. Вспомним то уравнение, которое мы отметили звездочкой, и рассмотрим его подробно. Вспомним определение напряженности скалярного поля через потенциал этого поля. Калибровка Лоренца утверждает, что dφ по dt плюс дивергенция равно нулю. Это означает, что наше скалярное поле равно нулю, а следовательно и равна нулю правая часть этого уравнения. В правой части, как вы видите, написано выражение, которое описывает закон сохранения заряда. И действительно, этот закон говорит о следующем, что изменение плотности заряда в какой-либо точке пространства может происходить только за счет втекания тока в область, ограниченную некоторой поверхностью вокруг этой точки. Вот это и есть смысл этого уравнения. Таким образом, зануление скалярного поля приводит к автоматическому выполнению закона сохранения заряда. Однако, замечу, что калибровка Лоренца – это очень жесткое условие. Закон сохранения электрического заряда мог бы быть обеспечен при следующем условии. Если бы наша функция эпсилон была гармонической и удовлетворяла однородному волновому уравнению, тогда бы также закон сохранения заряда выполнялся. Но калибровка Лоренца, она более жесткое условие. Давайте мы посмотрим, к чему приведет, каким уравнением мы придем, если мы не будем учитывать калибровку Лоренца. Тогда система уравнений Максвелла будет несколько другая. В нашем исходном уравнении останется напряженность скалярного поля, и после действия оператора и разделения разных функций мы получим следующее уравнение, модифицированное уравнение Максвелла, где будут входить члены, содержащие напряженность скалярного поля. Однако, как показывает опыт, никакого скалярного поля, видимо, не существует, и правильные уравнения Максвелла, они без этого скалярного поля. Таким образом, заключение. Пространственно-временная алгебра позволяет написать универсальное сидионное уравнение, из которого следуют как волновые уравнения для потенциалов и напряженности электромагнитного поля, так и система уравнений Максвелла. Калибровка Лоренца зануляет скалярное поле и тем самым обеспечивает закон сохранения электрического заряда. По традиции в итоге хочу порекомендовать вам нашу книгу «Пространственно-временные сидионы и их применение в релятивистской квантовой механике и теории поля». Книга распространяется свободно в интернете, вот здесь есть ссылка. Также ссылка будет приведена в закрепленном комментарии. И если у вас возникнут какие-либо вопросы или предложения, или желание обсудить что-то, вы можете связаться со мной, используя следующий адрес электронной почты. Благодарю за внимание.